Всем привет, друзья, с вами Роликина, и на моем канале вы сможете найти множество различных видео по обучению данной игре. Сейчас видеороликов немного, но я активно играю и начинаю снимать контент по данной игре. Вы сможете найти и прохождение древних гробниц, и все события в игре, которые появятся. И любые вопросы вы можете задать в комментарии, либо в нашей группе ВКонтакте, и получить на них ответ от создания альянса там и любые другие вопросы. Если ты смотришь впервые мое видео или уже неоднократно был на моем канале и до сих пор не подписан, обязательно подписывайся, красная кнопочка будет внизу под видео, и пиши свой комментарий обязательно, если вам понравилась тема, не понравилась, либо другой вопрос по игре. Итак, сегодня у нас, смотрите, бездонные шахты. Как подняться выше в руднике в этом. Вот сейчас мы на 7 этаже, и я сейчас вам все покажу, все продемонстрирую. Мы нажимаем перезагрузить шахты. И смотрите, нажимаем, да, вот сейчас я просто показать мой лимит похода и то, что мы сейчас вот с вами упираемся. У нас 57 тысяч лимит похода. Тут 66, по статистике, в принципе, еще нормально, но лимит похода уступает. Что нужно сделать? Что у нас отвечает за лимит похода? Смотрите, во-первых, за лимит похода у нас отвечают очки умений нашего лорда. Мы, естественно, вот лимит в походе прокачиваем. Кто дошел уже до громадного войска, это активируется навык. Вы его активируете перед тем, как зайти в бездонные шахты. Ну, сейчас я, в принципе, покажу, как все, что нужно сделать. Мы активировали, плюс у нас исследование в Академии. А также не забывайте про нашу группу ВКонтакте. Группа вот выглядит вот так, ссылочка на нее будет в описании и в закрепленном комментарии. Тут вы сможете найти свежие бонус-коды, которые работают, может быть старые, проверите на работоспособность, и полезная информация. Никакого спама в данном сообществе не будет. Также вы сможете найти в обсуждениях вопросы и задать свои вот вопросы по игре, вы обязательно тут получите ответ. Переходите и подписывайтесь на сообщество. Исследование в Академии, сейчас я прокачаю. Вы запомнили, какой лимит похода был и что нужно сделать, чтобы он поменялся. То есть мы сейчас, вот смотрите, лимит похода плюс 2000 мы изучили. Это ферма, мне не жалко. Еще изучили. И смотрите, еще изучили. И еще плюс 2000 изучили. Все, не жалко, все, мы уперлись, да. Грубо говоря, плюс смотрите, дирижабль. Дирижабль дает тоже лимит похода. Помимо Академии, вот этот вот двигатель, смотрите, он повышает лимит войск в походе. Мы его прокачиваем. И, естественно, у нас повышается лимит похода. Ну, эта ферма я прокачал по максимуму. Смотрите, что еще. Влияют стражи, но герои на лимит похода. Но в бездонных шахтах герои не влияют на лимит похода. И теперь смотрите, мы нажимаем продолжить, и у нас проблема остается, лимит похода такой же, как и был у нас, 57 800. Это не баг игры. Что нужно сделать, чтобы обновился лимит? Нажимаем перезагрузить шахты, нажимаем продолжить, и потом смотрите, войти в шахты и нажать тут не да, а кнопочку нет. Начинаем с 1 этажа, и тогда наш лимит в походе, он обновляется. Смотрите, стал 65 тысяч. Да, приходится заново проходить, но по-другому никак. То есть, если вы не перезагрузите и не начнете с 1 этажа, у вас лимит похода не обновится в бездонных шахтах. Кому я вот помог с этой информацией, обязательно пишите комментарии. Так, куда-то я нажал, тут не туда. Открываем назад нашу игру. И смотрите, были мы на 7 этаже, сейчас мы пройдем как минимум еще этажа 2, может быть, плюсом. А чем выше этаж, тем, во-первых, у нас открывается все, и добыча этих кристаллов выше. Вот, смотрите, мы все равно упираемся уже, видите, 72 тысячи. Что можно еще сделать? Сейчас я вам
покажу, в принципе, что можно еще сделать. Откроем вот тут вот у нас. Естественно, это влияет ваше снаряжение, камни ваши, которые стоят там, все остальное. Это все влияет на прохождение. Вот эти вот выкупаем усилки. Вообще еще, смотрите, вот тут вот есть усилки более сильнее. Если у вас, ну, вы можете добавить, видите, плюс 10. То есть. А еще, смотрите, у нас есть зал героев. И есть рынок героев. Тут вот, смотрите, за 2000 вы можете купить на 25% усиление атаки и усиление обороны. И также, смотрите, повышается лимит. То есть нам нужны монетки, в принципе. Сейчас я возьму монетки и куплю, давайте. А да даже я не буду брать монетки, я вот возьму усиление вот эти вот. Открываем, смотрите, преимущества, и вот они, наши усиления. То есть это, смотрите, на 10%, а это на 25% усиление обороны. Мы их активировали. Дальше, что нам нужно активировать еще? Дальше вот это вот, ну, на основе у кого прокачано, на основном замке, она намного выше, у меня там 16-17 уровень уже там. И, естественно, это тоже повышает нашу статистику, наши уроны и так далее. И нажимаем еще раз «Войти». Тут уже обновляться не надо. Статистика, она показывается в реальном времени. То есть, вот, видите, мы победили даже с таким низким походом, применив усилители. То есть, мы спокойно прошли выше. То есть, еще раз, попробуем еще раз. Ну, тут уже по лимитам мы можем просесть. Ну, вот, видите. И это всего лишь ферма. На основном, вот, достаточно зона раскопок 9 этажа, это прям на ферме вообще хорошо. На основе вы, естественно, пройдете выше, потому что у вас там и лимиты вкачаны выше, и статистика выше, и трезубец прокачан сильнее. То есть на основном замке я советую вам качать трезубец. Что касается фермы, я советую вам качать корону, потому что она, во-первых, дает ресурсы. Вы каждый день просто заходите ее и активируете. И она дает, смотрите, вот на 17 уровень пшеницы и обсидиана стока. Обсидиан вы можете менять в прилавке. Смотрите, есть прилавок, биржа. И обсидиан вы можете как раз менять на серебро и на другие ресурсы. Также пищу тоже, которая открыта. Не нужно держать ресурсы открытыми, вы просто их обмениваете потом. Заходите, получаете и обмениваете. В принципе, по ресурсам я что хотел рассказал. Точнее, не по ресурсам, а по бездонным шахтам. Подписывайтесь обязательно на канал. Всем спасибо, всем пока.